Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Вместе с вами пересадили эту орхидею. Напомню, эта орхидея была посажена в Сирамис. Это была экспериментальная посадка, и в Сирамисе у этой орхидеи за полгода высохли корни. До этого была красивая, хорошая корневая система, но в этом грунте корни просто задохнулись. Поэтому при пересадке пришлось обрезать очень-очень много корней. Я вам показывала, ссылочку на предыдущее видео оставлю в описании под этим видео. После пересадки первый полив произвели с янтарной кислотой, чтобы поддержать само растение. Поставили с вами конструкцию, чтобы восстановить тургор, потому что тургора у этой орхидеи вообще никакой, листики все лежали. И сегодня мы с вами будем проливать эту орхидею средством для наращивания корней, чтобы вот эти корни проснулись и пошли в рост, чтобы появились такие салатовые кончики. Также, чтобы наросли новые корни у этой орхидеи. Но сначала давайте проверим тургор и отвечу на комментарии, на вопросы в комментариях. Что касается, как проверить тургор, значит, вот убираю всю конструкцию, которая есть, которую мы вместе с вами сооружали. Достаю все вот эти вот палочки, чтобы посмотреть. Скажу так, сама еще не снимала, сама тоже не знаю, не смотрела, что получится с этого эксперимента. Но я знаю, что должно быть все хорошо. Так, смотрите, что по тургору. Листы, конечно, они не в таком положении, как были с палочками, с этими держателями, но, по-моему, все достаточно хорошо. Сейчас ставлю специально кусочек видео с прошлого видео, где я вам показывала, как восстанавливаю ей тургор, и мы с вами ставили эту конструкцию. И просто сравните до и после, как эта орхидейка выглядит сегодня, как выглядела еще неделю назад. Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте. Напомню, что я делала. Вот поставила, подняла вот этими палочками листе, чтобы придать им форму. А также каждый день, вот просто, смотрите, вот таким образом опрыскивала эту орхидею сверху листа и под листом. Как вспоминала, когда вспоминала. Иногда это было несколько раз в день. Как получалось, вспоминала, так и опрыскивала. Ну а сегодня мы с вами будем проливать орхидею средством для наращивания корней. Я буду использовать вот этот препарат циркон. По сути, это выдержка из эхиноцеи. Еще раз, у кого нет конкретно этого препарата, кто живет в других странах, этот препарат, я знаю, точно есть в России, точно есть в Беларуси. Посмотрите в любом цветочном магазине препараты для роста корней, в состав которых входит эхиноцея. Это будет достойная замена, аналог вот этого препарата для наращивания корней. И разводить. Циркон стоит в воде, которую прокипятили и остудили. Я, как всегда, использую теплую воду. На 1 литр воды идет 1/10 часть от 1 миллилитра циркона. 1/10, то есть на литр воды лучше всего брать вот этот шприц, он инсулиновый с очень мелким делением. У меня меньше, чем 1, потому что у меня лейка чуть-чуть меньше. Если вы берете на литр воды, просто вот набираете вот 1/10 часть от 1 миллилитра. Выливаем. Так, сейчас. Вот так выливаем. Все. И я всегда перемешиваю все препараты. Особенно, видите, у меня лейка непрозрачная. Я люблю хорошенечко перемешать. Далее ставим орхидейку в любую глубокую емкость. Так. Возвращаем сюда. Точнее, ставим сюда. И проливаем. Как всегда, проливаем одинаково. То есть по краю горшка. Так, сухой листик отлетел, хотя я про него хотела рассказать, поэтому специально не убирала. Сейчас я его верну и расскажу вам, отвечу на комментарий, почему я оставляла этот лист. Смотрите, пока мы проливаем просто по краю горшка, вот таким образом. Смысл здесь какой? У орхидеи не хватает корней, чтобы держать тургор всех этих листьев. Поэтому тут надо создавать повышенную влажность этой орхидейки. Поэтому, в принципе, она у меня стоит и в вазоне над водой. Сейчас водичку поменяю. Поэтому сверху лежит мох, поэтому я ее опрыскиваю. Так, смотрите, в цирконе вот так я набрала 2/3 горшка. И орхидейка постоит так, ну, минут 15. Грунт новый, не влагоемкий, поэтому держим подольше. Гнилых корней здесь нету, сухие, поэтому опять же можно держать подольше, а не быстро вынимать. Что касается, вот отвалился лист,
При пересадке вот этой орхидеи, когда я ее доставала из серамиса и садила вот сюда, я оставила вот этот маленький детский лист. Хотя я вас всегда рассказываю, что при пересадке вот эти маленькие детские листы надо убирать, чтобы был доступ и орхидейку можно было больше заглубить. И это действительно так надо делать. Почему я не убрала маленький лист? Эта орхидея слабая, корней здесь мало, листов здесь, как видите, много. И я оставила этот лист, чтобы орхидейка вытянула из него питательные вещества. В таких случаях орхидея начинает иссушивать листья, начиная с самого-самого нижнего. И я специально не убирала этот лист, чтобы орхидейка начала засушивать, сушить. Так, где там следующий лист? Вот, видите, тоже пожелтение немножко начинается. Чтобы она начала тянуть питательные вещества и засушивать не вот этот сразу лист, а начала сначала вот с этого, а потом, скорее всего, она сейчас может начать тянуть питательные вещества с этого листа. Видите, он такой тоже уже светленький становится как раз-то по краю, со слабым тургором, то есть, скорее всего, орхидейка может потянуть и с этого листа его засушить питательные вещества. Именно поэтому вот этот маленький листик в этом случае конкретно я не убирала. Прошло 15 минут, вынимаю эту орхидею. Я вот, видите, в вазоне уже воду поменяла и опять ставлю ее обязательно над водой. Ну, вот видите, корни напитанные. Напоминаю, цирконом поливаем не по сухим корням, а по корням достаточно увлажненным. Я эту орхидейку просто вот так сверху немножко пролила вчера. То есть одни сутки прошли. И опять я ставлю все свои подпорки, чтобы орхидейки поднять вот эти листья, которые опять опускаются вниз. Видите, очень тяжело с тургором, как я и говорила. Пока не будет нормального количества корней, тургор восстановить полностью просто не получится. Все равно орхидея будет листья, вот видите, теряет тургор и все. Как только корни пойдут в рост, начнут расти, вы увидите сами, как эти листья поднимутся. К сожалению, вот самые-самые нижние листья поднять до конца, ну, я практически уверена, что и не получится, потому что у этой орхидеи очень много листьев. Но хотя бы какую-то часть, верхние листья поднять, до конца восстановить тургор, вот у верхних листов точно должно получиться, как бы я вам показывала уже примерно свои желтые орхидеи, что там все получается. Так, одной рукой не совсем удобно ставить подпорки. Расскажу про дальнейший уход. Следующие 2 раза поливать эту орхидею я буду с комплексным удобрением. Использовать можно любое комплексное удобрение, которое у вас есть. А через 2-3 недели я повторно пролью эту орхидею вот этим препаратом циркон. Циркон можно использовать 2-3 раза с разницей в 14-21 день. Скажу так, по опыту мне обычно хватает одного раза, и корни идут в рост, корни раскукливаются и начинают расти. Вот на таких вот старых корнях обычно начинают такие боковые новые побеги появляются. Но в этом случае 2-й раз я пролью точно. По поводу 3-го раза не знаю, потом вам расскажу, буду проливать или уже не будет в этом необходимости. Всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!